полезных свойствах алтея написаны трактаты. Их изучение до сих пор продолжается современными учеными. Такой интерес объясняется свидетельствами лечебного влияния алтея на весь организм. Наблюдения подтверждают, что трава оздоравливает дыхательную и мочеполовую систему, органы пищеварения, помогает справиться с заболеваниями глаз, кожи и полости рта. Алтей обладает противовирусными, обезболивающими, общеукрепляющими свойствами. Последние данные показали, что он регулирует показатели глюкозы в крови, а значит, может существенно облегчить течение сахарного диабета. Особую ценность представляют слизистые вещества, которые в избытке присутствуют в алтее. Ученые сравнивают их со слизями льняного семени и подтверждают схожесть их химического состава. Слизь стимулирует регенерацию тканей, смягчает воспаление, облегчает отхождение мокроты, способствует более длительному местному воздействию других лекарственных препаратов. Поэтому самое широкое распространение алтей лекарственный приобрел, борясь с тяжелыми формами бронхитов и трахеитов, ангиной, воспалением ротовой полости и горла. Обладая отхаркивающим действием, вытяжка растения входит в состав многих высокоэффективных лекарств. Будучи антисептиком, он помогает и при ангинах. Очень часто врачи рекомендуют своим пациентам принимать отвар или настойку корня как эффективное дополнение к уже назначенному лечению. Поместите 1 столовую ложку корней в емкость и залейте 1 стаканом воды, накройте крышкой и нагревайте на кипящей водяной бане в течение 15 минут. Затем необходимо настоять в течение 10 минут и процедить. Принимайте каждые 4 часа по 1 столовой ложке. Противопоказания: повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 3 лет и на ранних сроках беременности. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.